Может ли быть вкусно глазам? Здесь, в Шотландии, моим глазам вкусно. А вот будет ли вкусно моим рецепторам, это скоро узнаем. Шотландия – это не только суровые горы и туманы. Сегодня мы отправимся на ее восточное побережье, туда, где старинные рыбацкие городки, красивые дороги и места, которые хочется запомнить и попробовать на вкус. А начнем мы с места, где легко почувствовать себя героем сериала «Аббатство Даунтон». Среди старинных интерьеров, каминов и безупречно шотландской атмосферы. Такие места я люблю особенно. Старый шотландский особняк, который со временем превратился в уютный отель, без показной роскоши, зато с настоящей атмосферой. А называется он Lens of Loyal. Давайте немного погуляем по этому особняку и насладимся его аутентичной атмосферой. Ребята, здесь невероятная атмосфера. У меня ощущение, что я побывал в какой-то старый британский сериал. Каждый сантиметр полон истории, теплоты, уюта и такого спокойствия, красота. Моим глазам вкусно. По старой шотландской традиции перед ужином гости собираются в большом уютном холле. Аперитив, потрескающий камин и ощущение, будто время здесь остановилось где-то в 19 веке. А вот и ужин. Насыщенный бульон из петуха с черносливом, томленая баранина и утиная грудинка. В общем так, ребята, я дождался, пока все уйдут из этого такого небольшого зала. Потрясающий зал, все очень аутентично. Что касается еды, вся еда была вкусная. Особенно меня впечатлил бульон, очень такой сильный бульон из петуха, который положили чернослив. И это была классная комбинация. Он такой добавила ему элегантной кисло-сладости. Совершенно неожиданная комбинация. Потом еще одна тема. У ягненка пюре было с паре. Это тоже вот такая находка британская. Прикольно, интересно. Все было вкусно. Подача, ну, скажем так, где-то там 60-х, 70-х годов. Ну, может быть, там с 90-х годов. Конечно, все это отстает. Но в конечном итоге главное вкус. И в таком месте там презентация не самая главная, подача не так важна. Утреннее солнце сквозь стеклянную крышу постепенно наполняет светом сначала холл, а затем и остальные залы ресторана. Отель окружен парком, идеально подстриженные газоны, тихий пруд и старые деревья создают ту самую атмосферу шотландской загородной усадьбы. Ребята, это хаггис. Вот это выдающееся британское блюдо. Я его попробовал специально во время завтрака, чтобы совсем чуть-чуть, потому что не знаю, зайдет ли он мне.
Видно, что я это набираю или нет? Так, ребята, по поводу хаггиса. Первое, это вкусно. Это интересно. Ну, из чего он готовится? Овечьи субпродукты и овсяная крупа. Там как-то они... Я пока не вдавался в подробности. Ну, как бы вкусно, сытно, и понятно, что это блюдо идет из глубины веков. Потому что, ну, то, что есть в хозяйстве, то и используется для сытного завтрака. Любители минимализма наверняка подумают, что вот это кич, что он такое продвигает. Я на самом деле не продвигаю, я просто хочу сказать, что хочу показать вам вот такой типично шотландский стиль прошлого, собственно, не прошлого, а, наверное, конца 19 века, в котором люди жили, состоятельные люди. И наверняка британцы и шотландцы с удовольствием возвращаются, потому что уже в обычной жизни этого не получить. А теперь туда, где история оживает. А это, ребята, один из самых красивых замков Шотландии. Замок Глэдис. Здесь вырастала сестра королевы Елизаветы, Маргарет. Ну, в общем, помните эту историю, когда Елизавета не разрешила ей выйти замуж за мужчину, которого она любила. Она такая тусовочная была дама. И вот да, это то место, где она вырастала. Особая гордость замка – итальянский сад. Он совсем не похож на дикие шотландские пейзажи. Здесь все построено на гармонии. Идеально подстриженные живые изгороди, цветники, каменные дорожки, фонтаны и продуманные перспективы. Кажется, что каждый поворот открывает новую картину. Это место не хочется проходить быстро. Именно такие сады напоминают, что путешествие – это не только новые места, но и умение ненадолго замедлиться. А прежде чем отправиться на побережье, сделаем еще одну остановку. В Шотландии в супермаркетах очень скудный выбор. Но местные знают, куда нужно ехать. Это Farmer's Shop. Вот мы сейчас в одном таком оказались. Зайдем, посмотрим, что тут предлагает. Все по-простому. Вот местная какая-то морковочка, помидорки, клубника. Молоко, сыр. Такой местный хлеб. Все местное, шотландское. Вот так это работает. Следующая остановка – Сент-Андрюс. Город, где древние каменные стены соседствуют шумными студенческими улицами, а свежий морской ветер не дает забыть, что океан здесь совсем рядом. Сюда приезжают не только ради одного из старейших университетов мира. Здесь хочется просто неспешно гулять по узким улочкам, смотреть на море, заходить в маленькие кафе и чувствовать тот особый ритм, в котором история совсем не кажется чем-то далеким. Именно здесь, во время учебы в университете, познакомились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Именно из-за таких мест мне очень нравится Шотландия. Здесь не нужно искать главную достопримечательность.
Достаточно просто ехать вдоль моря, сворачивать в маленькие городки и позволить побережью самому рассказывать свою историю. Крейл. Вот такая маленькая рыбацкая деревня. Очень милое место с небольшой восхитительной гаванью. Нравится. А здесь песчаный пляж. Красивое очень место. А здесь сетки для лобстеров. Два моря. Зеленое и голубое. Вот она, Шотландия. Мы в городке Анштрутер. И вот этот знаменитый Анштрутер фиш-бар. У меня в Праге сосед, он шотландец из этих мест. И он сказал, что среди шотландцев это самое правильное место. Мы идем туда. Ребята, не только я сюда пришел. Посмотрите, здесь просто очередь. Очередь, в которой нужно ждать, я думаю, как минимум полчаса. И это фастфуд. Не знаю, как вы, а я проголодался. Пора искать место, где нас вкусно покормят. Так, ребята, Fish and Chips в знаменитом месте попробовать не получилось, там была большая очередь. Но я заказал в одном из лучших ресторанов в округе вот Fish and Chips. Выглядит вот это вот так. Это какое-то пюре из горошка. Это, видимо, кусок рыбы в панировке, ну и картошечка. Сказать по правде, моему эстетическому вкусу, ну, скажем так, он не в самом лучшем расположении, но я буду это есть. Вариантов нет. Пюре из горошка вкусное. А вот этот фиш, это скорее всего хек. В целом вкусно, но очень брутально. В общем так, ребята, я много-много лет избегал попробовать фиш and чип. Но просто потому, что мне вот просто совсем рыба в панировке и морепродукты в панировке не заходят. Но нужно сказать, что это вкусно. Тут же самое главное — это качество рыбы. И чем более качественная и вкусная рыба, и свежая, тем лучше вкус у этого блюда, и тем больше удовольствия мы от него получаем. Так что зачет.
вот Шотландия – это об этом. Зеленые луга и овцы, 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 коровы. Сколько охватывает взгляд, столько мы видим зеленые холмы и белые точки от коровок или от овец. И вот куда ни глянь, везде вот такая идиллическая картинка. Бурая на ярком, сочном зеленом цвете. Так, ребята, я выбирал место, где мы можем съесть правильный шотландский стейк. Ну, и имеется в виду из шотландской говядины. Спросил еще на всякий случай у чата GPT. Нам посоветовали вот место, ресторан. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Ну, очень стрёмное место. Очень. Ни одного человека. Оценки вроде хорошие. Но ни одного человека. Мы одни. И это считается якобы лучший стейкхаус. Сейчас будем пробовать. Ну, в общем, я на всякий случай, чтобы спокойнее пережить впечатление, уже заказал джин-тоник. Но впечатления начались, когда мы приехали в этот городок. Он называется Перт. И меня поразило, что в пятницу вечером все магазины в 5 часов вечера уже закрыты. Но в ресторанах практически никого. И как-то стало тревожно. И что меня еще, сказать по правде, пугает, это вот такой очень характерный запах не очень хорошего отеля. Ну, такие вот, знаете, такой лежалый запах. Ну, в общем, ожидаю впечатлений. Надеюсь, они будут не негативные. Ребят, ну это выглядит хорошо, на удивление. Я прям восхищен. Сейчас я буду это пробовать. Классно. Перечный соус развели мукой. Это такая какая-то мутная водичка. Ну что, ребята, предчувствие его не обмануло. Ну, скажем так, это на троечку. У стейка не было хорошей корочки. В принципе, он был прожарен до состояния медиум, но на троечку. Так что самый вкусный был из этого ужина это вот чесночный хлеб. Он на самом деле был классный. Судя по всему, и стейки, и чесночный хлеб делали индусы. А так как чесночный хлеб называется garlic naan у индусов, то он у них получился лучше, чем шотландский стейк. А нам пора в долину фей. Тенши – это не только красивые горные дороги, но и небольшие фермерские магазины с местными продуктами. Мы, конечно, не смогли проехать мимо. Восточная Шотландия оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял. Здесь нет драматичных горных пейзажей Хайленда, зато есть что-то не менее ценное. Спокойствие, красивые дороги, старые рыбацкие городки, море и ощущение, что здесь никуда не нужно спешить. Здесь моим глазам и рецепторам было вкусно. Совсем скоро новое видео из другой части Шотландии.